Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о шершнях. Что мы знаем о них? Многие скажут: видели, знаем. Большие, страшные, полосатые, летают с жутким гулом. А если ужалят, мало не покажется. С детства мы слышали истории о том, как шершень может, ужалив, сильно навредить, а несколько шершней якобы способны даже убить взрослого человека. В интернете полно роликов, где огромные азиатские шершни атакуют пчелиные ульи, превращая целые пасеки в кладбище насекомых. И кажется, что перед нами настоящий монстр мира насекомых. Беспощадный хищник, несущий только угрозу. Но так ли это на самом деле? Да и вообще вопросов на самом деле очень много. Почему шершни такие? Чем они отличаются от обычных ос? Правда ли, что их укус смертелен? Как живут и где живут? И сколько? И самое главное, нужны ли они природе? Или это просто вредители, которых стоит истреблять? Поэтому здесь и сейчас мы и поговорим о полосатых гигантах поподробнее. Поехали! Начнем с того, что шершни – это не отдельный вид насекомых, а целый род в семействе настоящих ос. По-научному они называются веспа, и это самые крупные представители своего семейства. Всего в мире насчитывается около 25 видов шершней, и распространены они в основном в северном полушарии – Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке. Самый крупный в мире из них – это азиатский гигантский шершень. Длина тела королевы может превышать 50 мм, а размер крыльев достигать 75. Этот вид обитает в лесах и предгорьях Восточной Азии, включая Японию, Китай и юг Дальнего Востока России. И из-за ярко-желто-оранжевых полос и огромных челюстей его часто называют пчелой-тигром. Этот хищник известен своей агрессивной стратегией охоты на медоносных пчел. Несколько десятков шершней способны за пару часов полностью уничтожить многотысячную пчелиную колонию, обезглавливая взрослых особей ради захвата их личинок и куколок. И для человека этот шершень представляет серьезную опасность. Он обладает 6-миллиметровым жалом и вырабатывает высокотоксичный яд. Эти вещества способны разрушать ткани и вызывать анафилактический шок. Множественные укусы без срочной медицинской помощи могут привести к отказу почек или летальному исходу. Хотя он и не самый токсичный. А вот филиппинский шершень, эндемик Филиппинских островов, не может похвастаться гигантскими размерами, как его азиатский родственник, но он обладает самым токсичным ядом среди всех изученных ос и шершней на планете. Химический коктейль в его жале по летальности для млекопитающих превосходит яд многих ядовитых змей. Так он еще и очень болючий. В знаменитом индексе боли от укусов насекомых Джастина Шмидта обычные осы и пчелы находятся на отметке 2 из 4. Филиппинский шершень уверенно уходит в максимальную категорию. Нападение даже небольшого роя филиппинских шершней представляет колоссальную опасность для человека из-за мгновенного системного действия нейротоксинов. Но не только ядом и размером удивляют шершни. Есть виды со своими еще более интересными особенностями. Например, шершень восточный – живая солнечная батарея. Этот вид обитает в жарких засушливых регионах и обладает уникальной для животного мира способностью к гелиотехнике. Большинство шершней активны утром, а в пик полуденного зноя отдыхают. Восточный шершень поступает наоборот. Он максимально активен под палящим солнцем. Недавно ученые выяснили, что желтая полоса на его брюшке содержит пигмент ксантоптерин, который улавливает солнечный свет и работает как фотоэлектрическая панель, преобразуя световое излучение в электрическую энергию. Эту энергию шершни используют для ускорения метаболизма, что дает им силы для раскапывания, например, подземных гнезд в твердой сухой почве.
Большинство представителей рода Веспа – дневные насекомые с отличным фасеточным зрением, которое ночью становится бесполезным. Напротив, шершень Бингмана – ночной охотник. Этот шершень полностью перестроил свой график и ведет ночной или сумеречный образ жизни. Чтобы видеть в темноте, эволюция наделила его сильно увеличенными простыми глазками-оцелиями на темечке, который улавливает малейшие кванты света. Он охотится в темноте на ночных бабочек и делает это настолько тихо и скрытно, что долгое время считался одним из самых редких и малоизученных видов. Есть шершень с очень необычным поведением. Это шершень Дыбовского. Этот вид, обитающий на Дальнем Востоке и в Азии, выбрал стратегию, больше напоминающую поведение кукушки, что крайне редко встречается среди таких высокоорганизованных социальных насекомых. Матка шершня Дыбовского не строит собственное гнездо весной. Вместо этого она ищет уже функционирующее молодое гнездо, например, обыкновенного или желтого шершня. Она проникает внутрь и в жестокой схватке убивает местную королеву-основательницу и с помощью специальных феромонов подчиняет себе оставшихся рабочих особей чужого вида. Они начинают ухаживать за ее яйцами. Какое-то время гнездо остается смешанным, пока рабочие особи хозяев не умирают от старости, полностью сменяясь потомством шершня Дыбовского. А в Евразии самый известный и распространенный – это шершень обыкновенный. Именно его мы чаще всего видим в садах, парках и на дачных участках. Ближайшие родственники шершней – это обычные осы, и многие путают их между собой. Но отличить шершня от осы довольно просто. Шершень значительно крупнее. Если оса редко вырастает больше 2 см, то шершень-матка может достигать 4 см, а рабочие особи – около 2,5. Кроме того, у шершней голова и передняя часть грудки имеют характерно желто-оранжевый оттенок, а на брюшке чередуются оранжевые и черные полосы. У обычных ос окраска ярко-желтая, с черным без коричневатого оттенков. Тело шершня, как и у всех насекомых, разделено на 3 части – голова, грудь и брюшко. На голове расположены крупные сложные глаза, которые обеспечивают почти круговой обзор, и 3 простых глазка на темени. Анатомически шершень сложен массивнее, его голова за глазами сильно расширена, а грудной отдел гораздо шире и объемнее, чем у стройной осы с ее выраженной тоненькой талией. При полете шершень издает тяжелый низкий гул, а оса легкое жужжание. Усики у самого шершня состоят из 12 члеников, а у самцов из 13, и это один из способов определить пол насекомого. Но шершни, скорее всего, будут против. Грудной отдел очень мощный. Именно здесь находятся мышцы, которые приводят в движение 2 пары крыльев. В покое крылья складываются вдоль тела, а вот жало – это видоизмененный яйцеклад, поэтому жало есть только у самочек, маток и рабочих особей, а у самцов его нет. В отличие от пчелы, у которой жало имеет зазубрины и после укуса остается в теле жертвы вместе с частью внутренних органов, из-за чего пчела погибает, если ужалит, например, человека. К насекомым это не относится. Жало шершня гладкое. Поэтому шершень может жалить многократно, не причиняя вреда самому себе. А количество яда, которое он впрыскивает за один укус, значительно больше, чем у обычной осы. Именно поэтому укус шершня такой болезненный. Но для здорового человека без аллергии на яд перепончатокрылых один укус шершня – это неприятно, но не смертельно. Да, больно, да, опухло, но через день-два все проходит. Смертельная опасность возникает только в 2 случаях. Множественные укусы, если на человека нападает целый рой шершней, что бывает крайне редко. Только если человек целенаправленно разрушает гнездо, то токсическая нагрузка на организм может быть смертельной. Это примерно как если бы вас укусили одновременно 50-100 ос. Но повторюсь, шершни никогда не нападают первыми и не преследует человека без причины. У некоторых людей развивается аллергия на белки, содержащиеся в яде шершней. Это может быть местная реакция, гигантский отек, покраснение или системная анафилактический шок. В этом случае опасность реальна, и человеку нужна немедленная медицинская помощь. Хотя по статистике от аллергии на укусы шершней и ос в мире гибнет в десятки раз меньше людей, чем, скажем, от укусов пчел. Просто потому, что шершни гораздо реже жалят людей, они не агрессивны.
И если вы встретили шершня, главное правило не паниковать. Шершень не агрессивен, он не нападает просто так ради развлечения. Он использует жало только в двух случаях: когда защищает свое гнездо и когда чувствует непосредственную угрозу своей жизни. Главное, не машите руками. Резкие движения шершень воспринимает как атаку. Не пытайтесь убить шершня. Во-первых, это сложно. Во-вторых, в момент гибели он выделяет феромон тревоги, который привлекает других шершней. И если шершень сел на вас, задержите дыхание и спокойно ждите, пока он улетит по своим делам. А делу шершня не впроворот. Многое необходимо успеть за сезон. Жизнь шершня скоротечна. Все начинается весной, когда солнце начинает пригревать землю, а температура воздуха поднимается выше плюс 10. В это время из своих убежищ выходят перезимовавшие матки. Да-да, только матки. Все остальные шершни, рабочие особи и самцы погибают до наступления заморозков. Осенью молодые оплодотворенные самочки находят надежное укрытие: щели в коре деревьев, норы грызунов, трещины в скалах, подвалы и чердаки. Там они впадают в состояние диапаузы, своеобразной зимней спячки, во время которой все жизненные процессы замедляются до минимума. И вот весной они просыпаются с единственной целью – основать новую колонию. Пробудившись, матка отправляется на поиски места для гнезда. Это ответственный момент. От удачного выбора зависит выживание всей будущей семьи. Шершни обычно выбирают дупла деревьев, пустоты в пнях, реже чердаки зданий, пустоты под крышей и скворечники. Но сначала матка строит только начало, несколько первых ячеек. Для этого она пережевывает древесину и кору, смешивая их со своей слюной. Получается бумажная масса, из которой и формируются ячейки. По сути, шершни – это первые бумажные строители в истории нашей планеты. В каждую ячейку матка откладывает яйцо, и через 5-8 дней из нее появляется личинка. Матка кормит ее пережеванными насекомыми, которые сама же ловит. Личинка растет не по дням, а по часам. Она проходит несколько линек, увеличиваясь в размерах в десятки раз. Через 10 дней личинка перестает питаться, выделяет шелковую нить и начинает плести кокон. Еще через 2 недели из куколки появляется взрослое насекомое – первый рабочий шершень. С появлением первых рабочих особей жизнь колонии кардинально меняется. Теперь матка может заниматься только одним делом – откладывать яйца. Всю остальную работу выполняют рабочие. Они достраивают гнездо, расширяют его, добавляют новые ярусы, ухаживают за личинками, добывают пищу и охраняют жилище. Гнездо растет с каждым днем. Оно представляет собой многоярусную конструкцию из горизонтальных сот, ячейки которых направлены вниз. Снаружи гнездо покрыто несколькими слоями бумажной оболочки, в которых проделаны отверстия входа. Рабочие шершни постоянно летают за материалом для своего дворца. Шершень откусывает маленький кусочек древесины, тщательно его пережевывает, добавляет в слюну особые ферменты, которые расщепляют целлюлозу. Получается однородная бумажная масса, которую насекомое приносит к месту строительства и укладывается в нужное место. Когда масса высыхает, она становится твердой, прочной и при этом легкой. Удивительно, но качество этой бумаги очень высокое. По некоторым параметрам она даже превосходит бумагу, которую производят люди. Она более прочная на разрыв, менее гигроскопичная, то есть меньше впитывает влагу, а также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Интересно, что шершни обгрызают кору с берез, дубов, осин, ив, а также используют старую древесину, пни и веточки. Именно поэтому гнезда часто имеют характерно бурый или серовато-коричневый цвет. К концу лета гнездо может достигать внушительных размеров, до 70 см в диаметре и больше. В одной колонии может жить от нескольких сотен до нескольких тысяч особей. Летом, когда температура воздуха поднимается выше 30, бумажные гнезда могут превратиться в духовку, и личинки рискуют погибнуть. У шершней есть своя система климат-контроля. В сильную жару рабочие особи приносят капельки воды, разбрызгивают ее по сотам, а затем встают у входа и начинают с огромной скоростью махать крыльями. Вода испаряется, и этот живой вентилятор эффективно снижает температуру внутри гнезда на несколько градусов. Наработавшись за день, шершни ночью отдыхают.
Рабочие особи не заняты на охране, цепляются лапками за соты внутри гнезда, поджимают усики и впадают в состояние глубокого анабиоза. В этот момент у них падает температура тела и замедляется пульс. В конце лета, начало осени в колонии появляются новые матки и самцы. Они выходят из ячеек, которые рабочие строят специально для них, более крупные, чем для обычных рабочих. Молодые матки и самцы покидают гнездо, собираются в большие группы и роятся. В это время можно увидеть, как десятки шершней кружатся вокруг верхушек деревьев. Это брачный лед. После спаривания самцы погибают, а оплодотворенные матки ищут убежище на зиму. Старая матка, основавшая колонию весной, и все рабочие особи погибают с наступлением холодов. Их миссия выполнена. Они вырастили новое поколение, которое продолжит род весной. Гнездо пустеет, и только молодые матки переживают зиму, чтобы весной начать все сначала. Да, иногда шершни часто выбирают для своих гнезд человеческие постройки, чердаки, сараи, веранды. Шершни не глупые. Во-первых, это защита от непогоды. Крыша здания уже сама по себе служит отличным укрытием от дождя и ветра. Во-вторых, это защита от других хищников. В природе у шершней много врагов. Дятлы, хищные птицы, барсуки и даже медведи, которые могут разорить гнездо в поисках личинок. Человеческое жилье – это дополнительная крепость. Но соседство с людьми не всегда заканчивается хорошо для шершней. Часто люди, заметив гнездо, сразу хотят его уничтожить, не понимая, что шершни не агрессивные существа и не представляют опасности, если их не трогать. Шершни людьми не питаются. Но что интересно, взрослые шершни и их личинки питаются совершенно разной пищей. Взрослые особи – вегетарианцы. Их основная пища – сладкая растительная еда, древесный сок, нектар цветов, перезревшие мягкие фрукты, а также падь, сладкие выделения тлей и других сосущих насекомых. Именно поэтому в конце лета и осенью шершни часто можно встретить на фруктовых деревьях и в виноградниках. Причем у шершней существует уникальная и очень трогательная система симбиоза между взрослыми особями и личинками. Взрослый шершень не может есть твердую белковую пищу, поэтому он пережевывает добычу в мягкий фарш и скармливает его личинкам. В ответ личинки выделяют капельки прозрачной, богатой аминокислотами и сахарами слюны. Взрослые шершни слизывают эту жидкость, и по сути личинки, переваривая мясо, возвращают взрослым готовый энергетический сироп. А вот личинки нуждаются в белковой пище. Для них взрослые особи ловят разнообразных насекомых. Это могут быть мухи, гусеницы, бабочки, саранча, а также пчелы. Хотя тема взаимоотношения шершней и пчел сильно преувеличены. Многие пчеловоды считают шершней злейшими врагами, которые специально истребляют пчелиные семьи. Да, действительно, азиатские гигантские шершни – это серьезная угроза для пчеловодства. Но обыкновенный шершень, который встречается в Европе и России, не так опасен для пчел. Во-первых, обыкновенный шершень предпочитает одиночную охоту, а не массовое нападение на улей. Во-вторых, некоторые виды пчел научились защищаться, они окружают шершня плотным кольцом, повышают температуру вокруг него до 50 градусов. Шершень погибает от перегрева и одновременно укутывает его углекислым газом, который усыпляет хищника. Тем не менее, если шершней становится слишком много, они могут нанести ощутимый урон пасеке. Но это случается нечасто и, как правило, в тех местах, где экологическое равновесие уже нарушено деятельностью человека. Но с другой стороны, шершни – это санитары леса и сада. Они уничтожают огромное количество других насекомых, гусениц, которые поедают листья, жуков, повреждающих кору, личинок, которые живут внутри плодов. Если бы не шершни и другие хищные осы, многие популяции вредителей размножились бы до катастрофических размеров. Они следят за балансом в природе. Энтомологи подсчитали, одна семья шершней за сезон уничтожает до 3 килограммов насекомых. Это тысячи и тысячи особей. Так что шершни приносят колоссальную пользу сельскому и лесному хозяйству. Знаете, мы привыкли делить мир на плохое и хорошее, полезное и вредное. Пчелы молодцы, дают мед. Шершни плохие, больно жалят. Но в природе все не так просто. Шершень – это не монстр и не вредитель. Это сложно устроенное создание, которое миллионы лет эволюционировало вместе с природой, которая встроена в экосистему как важнейший элемент.
Помимо того, что он санитар леса, уничтожающий переизбыток насекомых, он еще и опылитель, который переносит пыльцу. Да, даже взрослые шершни опыляют цветы, когда питаются нектаром. И наша задача иногда просто быть повнимательнее, не лезть в их жизнь без необходимости, не уничтожать их дома, помнить, что мы не единственные хозяева на этой планете, что каждое существо имеет право на жизнь. И зачастую наша безопасность – это просто вопрос нашей собственной осторожности. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите большого полосатого шершня, остановитесь на секунду и просто понаблюдайте это удивительное создание природы, которое живет своей сложной и интересной жизнью. И возможно, именно в этом наблюдении вы откроете для себя новый удивительный мир. Планета Земля, она одна, а мы на ней не одни, и необходимо научиться жить вместе, даже если это страшный, могучий, полосатый шершень. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.